Привет! Сегодня я хочу поговорить на тему, почему традиционные панацеи, продукты, которые принято было считать такими классными, целебными и полезными, на сегодня не работают. Почему они сегодня не являются для нас уже такими полезными, как были лет 200 назад. Итак, 6 традиционных продуктов в сегодняшнем ролике. Ставим лайк и приступаем. Наш мир, наша жизнь так изменились за последние несколько сотен лет, что нам невероятно сложно представить себе, какой была жизнь в Европе, в Северной Америке или в России всего каких-то 200-300 лет назад. Давайте я вам сейчас напомню. Во-первых, не было холодильника. Совсем уж северные регионы позволяли себе иметь ледник в погребе, а вот тем, кто южнее, приходилось выкручиваться с помощью закваски, засолки и сушки, чтобы сохранить продукты на зиму. Про глобализацию люди также ничего не слышали. Подавляющее большинство населения ело те продукты, которые росли на их территории. И районированных гибридов нет, тогда тоже еще не было. Для европейцев, особенно северных, это означало отсутствие подавляющего большинства привычных на сегодня фруктов, даже летом. Сахара не было. Сахар оказался доступен европейской знати лет так 400 назад, как редкий деликатес. А для обычных людей всего каких-то 200 лет назад. Животные продукты были достаточно дорогими, ресурсоемкими, особенно мясо. Уж лучше доить корову, чем ее раз зарезать, правда? Для того, чтобы иметь мясо круглый год, приходилось бы заготавливать кучу еды не только для себя, но и для своих животных. Много, очень много. Основу рациона составляли овощи, злаки и бобовые, минимум животного белка и минимум натрия. И соль также была дефицитной. Вообще люди ели очень умеренно и часто не доедали. И витамины, особенно витамин С, особенно под конец зимы, это был дефицит. Представили? Ну что ж, а теперь можно переходить, собственно, к теме ролика. Мед – это первый продукт, который приходит в голову, если мы говорим о очень полезных и целебных продуктах. Выкиньте из головы постулат, что мед жутко целебный, полезный, нам необходимый и так далее. Просто откройте любой справочник и вчитайтесь в сухие цифры состава меда. На 99,5% мед – это просто углеводы, простые углеводы и вода, перенасыщенный раствор простых углеводов. В меде крайне мало витаминов, аминокислот и микроэлементов. Те, что содержатся в нем, это незначительное, несущественное количество в рамках наших суточных потребностей. В меде нет каких-то супер-пупер крутых биологически активных компонентов и антибактериальных компонентов. А те, что есть, наверное, 300 лет назад медом и можно было напугать какую-то бациллу. Но для современных микроорганизмов, которые пережили поколение антибиотиков, мед – это просто фигня. Почему же раньше он был таким классным, целебным и полезным? Именно из-за его основного компонента – простых углеводов в большом количестве. Это была настоящая панацея для организма, измученного недоеданиями, особенно в период болезни. Это был невероятный стимул для работы мозга, для работы иммунитета и для снятия усталости. Но скажите, для чего нам сегодня при наших современных рационах дополнительные простые углеводы? Не знаете? Ну так и я не знаю. В каких случаях может быть необходим и полезен мед сегодня? Например, когда необходимо очень быстро привести в чувство человека, у которого гипогликемия. Буквально пол чайных ложечки меда способны поставить такого человека на ноги. Особенно если использовать быстро засахаривающийся мед, в котором очень много глюкозы. Но вообще на сегодняшний день мед – это просто дорогой нишевой крафтовый сахар. Сахар, собранный пчелками, и не более того. Бульон – это еще одна панацея при болезнях. Правда, бульончик такой насыщенный, ароматный, жирненький, солененький. Но бульон на 95% это всего лишь вода. Бульон содержит пурины, это продукты распада белка, которые не очень полезны для нашего организма. Также он может, вероятно, содержать антибиотики или нитраты, которые переходят в него из сырья, на котором бульон варят. Помимо этого, бульон очень соленый. Мы его можем выпить много. 100 грамм бульона содержит примерно 1,5 грамма соли, а выпить его мы можем даже пол-литра. Таким образом, только за счет этого бульона в 1,5 раза превысить суточную норму соли, рекомендованную ВОЗ.
Почему он был таким целебным и полезным раньше? Ну, во-первых, бульон – это способ растянуть надолго небольшое количество мяса. Бульон содержал некоторое количество белков, жиров, холестерина, а это все очень ценный и необходимый строительный материал для недоедающего человека. А во-вторых, бульон – это соли, натрий. Натрия и так раньше не хватало в рационе человека, а большое количество растительной пищи поставляло в организм чрезмерное количество калия. Больной организм еще больше обезвоживался, а тут ему предлагали бульон, который доставлял необходимый натрий, поддерживал кислотно-щелочной баланс и баланс микроэлементов, давал немножечко белка, немножечко жиров, и все, путь к выздоровлению больного человека положен. В каких случаях сегодня может быть полезен и необходим бульон? После серьезных отравлений, когда человек обезвожен и ему необходимо быстро восстановить баланс микроэлементов и кислотно-щелочной баланс в организме. Кстати, от похмелья тоже можно спасаться бульоном. Молоко с маслом и медом, а точнее молоко и сливочное масло. На сегодняшний день Министерство охраны здоровья различных стран все еще рекомендует потреблять молочные продукты средней жирности для покрытия необходимой нормы кальция. Хотя лично я считаю, что кальций мы можем получать и из орехов, зелени и бобовых. Но на сегодняшний день все Министерства охраны здоровья различных стран сходятся во мнении, что жирные молочные продукты и сливочное масло в большом количестве вредны. 100 грамм сливочного масла может содержать от 3 до 7 грамм трансжиров. Основную долю в молочном жире составляют тяжелые вредные жиры, и при этом молочный жир почти не содержит незаменимых жиров. Почему же молоко и сливочное масло были такими полезными раньше? Потому что долгими зимами это были чуть ли не единственные безальтернативные источники животного белка и животных жиров. Это были очень необходимые строительные компоненты для голодающего организма, который позволял нашим телам и нашим иммунным системам функционировать, особенно в период болезни. А если к молоку и сливочному маслу добавить еще и мед, простые углеводы, то это получался просто бомбезный такой вот питательный коктейль, который возвращал истощенного человека к жизни и помогал ему быстрее выздороветь. В каких случаях может быть полезно нам сливочное масло сегодня? Сегодня у сливочного масла есть куча намного более классных и полезных альтернатив. Но нам нравится его аромат, потому что аромат молочного жира на нашем подсознании ассоциируется у нас с ароматом материнского молока и вызывает бурю очень приятных эмоций. Поэтому на сегодняшний день сливочное масло и молочный жир – это скорее специя, которую применять необходимо достаточно умеренно и обдуманно. Лимон. Корни этой панацеи не так уж глубоки. Лимон стал идеальным источником витаминов в середине прошлого века на территории СССР. Давайте вспомним, как проходила жизнь тогда. Холодильники уже были, соль и сахар были, и даже мясо было хоть и в дефиците, но зимой на прилавках были только гнилые капуста и лук из овощей, да, и фруктов, ватные яблоки, ну и лимоны иногда. И вот тогда зародилось веяние, что лимон – это классный источник витамина С. Но на самом деле это не совсем так. Даже среди цитрусовых. К примеру, апельсины содержат в 1,5 раза больше витамина С. Еще больше содержит киви. А вообще я не думаю, что сегодня у вас даже зимой есть недостаток этого витамина. Поэтому очень вряд ли, что лимоны возымеют на вас какое-то супермагическое действие. Ладно, лимон – это дитя 20 века. А что же было до того? До того был березовый сок. Это единственный источник небольшого количества крох витамина С, который появлялся у людей в начале марта. А чуть позже, в апреле, в мае, появлялась черемша, и эти продукты просто-таки возвращали к жизни людей, измученных первыми признаками цинги и иммунодефицита. А сегодня оставьте березы и краснокнижные растения в покое. И просто не забывайте покупать свежую зелень и фрукты в супермаркетах, даже в феврале. Хлеб. Хлеб всему голова.
Если хлеб не ешь, где силы берешь и так далее и тому подобное. Но правда в том, что хлеб 200 лет назад и хлеб сегодня – это две большие разницы. И нет, не потому, что раньше хлеб делали на закваске, а сегодня его делают из жутких магазинных дрожжей, а потому что раньше хлеб делали из цельнозерновой муки, а сегодня хлеб делают из рафинированной муки высшего сорта. Такой хлеб пышнее, ароматнее, белее и приятнее на вкус, но в 1000 раз бесполезнее. Из такого хлеба взяли и убрали все полезное, оставили в нем только рафинированный крахмал, которым и так богаты наши рационы. Может ли быть хлеб панацеей сегодня? Безусловно. Правильный цельнозерновой хлеб с отрубями способен заменить поливитаминный комплекс и обеспечить ваше тело кучей полезных веществ. Про это будет даже отдельный материал. Но пышненький сдобный хлеб из муки высшего сорта ничему не голова и силы ни на что не дает. Его лучше вообще в принципе не есть. Итак, в сегодняшнем материале мы с вами разобрали 6 продуктов панацей традиционных для нашего региона. Но вообще подобные корни целебности можно отыскать для каждого продукта, если заглянуть глубже в историю региона, где он был традиционным. К примеру, ягоды асаи были в основе рациона у индейцев, живших на берегах Амазонки. А чиа – это чуть ли не единственный злак у индейцев, живших в горных районах. Спирулина была чуть ли не единственным источником белка для аборигенных народов, которые ее собирали, вылавливали. А масло кхи – это практически безальтернативный источник холестерина для индийцев, плюс достаточно стабильная субстанция в жарком тропическом климате и так далее и тому подобное. Но в современном мире, когда к нам привозят различные продукты из различных регионов, а наш с вами рацион перенасыщен макронутриентами, к целебности продуктов надо относиться очень и очень критично. Надеюсь, сегодняшний материал вам понравился. Пишите свои вопросы и возражения в комментариях, ставьте лайки и дизлайки, нажимайте на кнопочку подписаться и на колокольчик, и заглядывайте почаще на мой канал. Всем до встречи, пока!